В небе с тобой я занял потолок, я жду приказ. В небе с тобой я сел тебе на хвост, настал твой час. Погасла точка на радаре, твоя машина на ударе. Нарушил воздух границы, и будешь ты теперь убит. В небе со мной. В небе со мной десятилетний стаж и смена погон. В небе со мной ракеты на борту и килограммы патрон. Со скоростью решил шутить, подумал, сможешь победить. Ты понял, что пилотом стал, ну что ж, попробуй слезть, твой час настал. В небе со мной поношенный костюм, мой офицерский долг. В небе со мной ты ворон, я вампир, и я летаю. Привет всем. Да, ДКС. Я маленько сегодня решил другой стрим сделать, чисто погрузиться прям в полеты. Не только я, но и вы со мной, кто будет смотреть этот стрим или запись. Сейчас вот я с вами, вот я здесь. Меня не будет на протяжении стрима, я буду только появляться во время паузы. Вот. Ну и графику маленько сделал, но это все, что можно здесь сделать. Тут как бы два варианта, либо мультик, либо кино. Вот, попробуем поиграть, более приближенная к реальности графика. Вот. Ну хотя зрение у всех разное, кто-то видит так окружение, кто-то так в реальной жизни. Вот. Ну блин, я конечно его прям не так, вот как сейчас в игре будет отображаться, я не прям так вижу его, но чуть-чуть бы красочки добавить. Вот, но тут нельзя больше ничего сделать. Самый лучший вариант только такой. Да, я обратил внимание, вот, блин, столько игр интересных, но почему-то из них все хотят сделать такое цветное, все такое насыщенное, прям. Помню, Arma 2 вот игра, там наоборот сделали такое, как бы черно-белое такое кино, ретро. Ну, карта, блин, там черно-белая тоже была, еще и графика, конечно. А есть вот прям карты цветные, все, они еще добавляют эту мультяшку, чтобы вообще в мультик вот играть. Вот, поэтому я как бы сейчас игры настраиваю, чтобы они были такие интересные, не мультяшки. Я не любитель мультяшек, не знаю, как вы. Вот. Не, есть отдельные игры, как Тарков, там вот реально мультик, в нее только как в мультик играть. Так, значит, сегодня такой стрим будет, ну, будем делать все помаленьку, как бы сейчас будет полет на самолете Су-25Т. Полигон, буду работать ракетами и бомбами. Ну, ладно, давайте начнем тогда. Все то же самое используется, трекер, джойстик, только меня нету. Чтобы не отвлекать от просмотра. Такс. Поехали. Ну. Что взял из вооружения с собой? Кабы я взял. У этого самолета есть Кабы 500. Это бомбы, которые летят четко в цель. Наводятся они по шквалу. Также взял вихри ракеты. Нары разных типов. В общем, в планах просто
за один полет нанести поражение всем целям и идти дальше. Предупреждаю тех, кто любит мультики смотреть. Это не мультик сейчас будет, сразу говорю. Так, значит, задача у нас: танки, пехота в первой зоне и БМП, БТР. Выполнял эту задачу в прошлом стриме. На полстрима затянулась, потому что, блин, кривые ракеты у Грача были. Но зато теперь знаем, что использовать. Да, вспомним самолет Су-25Т на высоте, посмотрим, как тут надо будет с высоты работать. Да, и, кстати, погрузимся в трекер. Сейчас я его настрою под себя сразу. Все. Попробуем сыграть сегодня без приближения, так как вот оно бы на самом деле было. Я уж думаю, навряд ли там приближение вот такое есть в реальной жизни. Будем пользоваться таким приближением, естественно. Зарядка. Я проверяю, как камера будет работать на этом самолете. Видите, как хорошо. Она как будто для него создана. Это его камера прям вообще. Все, взлетаю. Мне у него зеркала нравятся, классные вообще. Ну, я имею в виду, обзор в них классный. Вот такие бы зеркала на все бы самолеты. А не чтоб они в днище куда-то смотрели. Тяжеленький, тяжеленький. Это уже необычный грач, на котором можно финты выполнять. Так, набор высоты. Бомбы, которые я буду сейчас использовать, они работают с высоты 5000 метров.
Скорость 420, высота 1950. Ну, а где-то вообще как бы с 5 рекомендовано их использовать. Ну, хотя бы 3 бы набрать. Две 600, 2 700. Тысячи. Было бы. Было бы 3000. Надо набрать еще. Так, сейчас, значит, пролетаю я над целями. Попробую их обнаружить. Хотя здесь есть шквал, им проще осмотреть это место. Режим воздух-земля. Так, цели вот здесь на побережье у нас. Блин, вот опять же забываюсь. Вот так надо, вот так, вот. Как оно естественно было бы, да? Так, скорость убавить. Вижу первую цель. Вторая цель обнаружена. Буду атаковать с воды. Примерно я запомнил. Но опять же там дорога, вот по дороге там ориентиров особо нету, ни кустов, ни деревьев. Но один танк я точно запомнил, но он на изгибе дороги на побережье. Ну, от него будем отталкиваться к другому танку. Он будет от него, если с этого направления, чуть правее. Высота 3400, скорость 490. 3500. Так, выставляюсь воздух-земля. Вооружение бомбы КБ. Блин, опять. Сейчас я сяду нормально. Вот так надо смотреть. Одна бомба поставлена.
Готовлюсь. Тихо, тихо, тихо. Скорость теряет при развороте. Так, вот, по-моему, это побережье. Тягу сбрасываем. Главное, высоту не потерять, когда будет бомба. Вижу цель. 47 до нее. Так, врубаю дальномер. Все, захват пошел. Высота маленькая. Поэтому... А, вот. Сброс. Пошла бомба. Наблюдаю. Цель поражена. Абрамс уничтожен. Остается еще одна цель. Сейчас попробую зайти с направления с берега. Высота 4300, скорость 430. Уже 4500. Все, сейчас разворачиваться буду. Четыре 900, высота, скорость 380.
5100 высота. Готовлюсь к атаке. Вижу цель. Дальномер. Чуть с отклонением ушел, выравниваюсь. Есть захват. Сброс. Цель поражена. Так, бомбы отработали по назначению, две цели были поражены. Сейчас будет отработка по пехоте. Тоже по той же системе, только нарами уже. Спасибо, Брест, привет. Спасибо за лайк. Так, вот пехота отображена за ангарами. Так, работа, значит, будет нарами С-13. Сейчас надо по шквалу будет обнаружить этот ангар и точно нанести удар.
Что там у меня? 2400. Остаток. Высота 4700, скорость 400. Маленько ушел правее. Сейчас крюк буду делать, чтобы на ангары выйти идти. Так, чуть-чуть тяги добавить. Готовлюсь. Леха, привет. Это ДКС симулятор. Блин, облака. Сбрасываю скорость. Побережье еще, по-моему, она за облаками получается. С этого направления облачное. Давай посмотрим. Да, вот оно побережье. Вижу ангары. Они, не знаю. Там тоже ангары есть, да? Так, вот они ангары, по-моему, вот эти. Все. Готово. Выхожу на цель. Скорость большая. Пять 500. Могу не то. Короче, надо, если скорость сейчас разгоню, из атаки выходить, потому что он не вывозит такую скорость. Так, на второй захожу. Ну, попадания есть, но не все. Надо будет добивать. В управлении, ну, как сказать, смотря, ну, просто надо вовремя что-либо использовать и все. Управлением здесь, да, кнопок много, надо все это запомнить, и смотря в какой ситуации что-либо использовать. При взлете одно, при посадке почти такое же, ну еще там что-нибудь добавляешь, а вот в бою уже там, помимо как система самолета, еще себя надо приучить к некоторым нюансам. Ну, такая игруха, как симулятор.
У меня там есть еще нары-то? А, нет, эти я использовал все. Так, и что мы имеем? Странно, почему их нары не убили, хотя ракеты ударили по ним. Я прям четко по ним попал. Так, ну вот эти я не буду их сейчас использовать. Залп. Надо мне оставить. Можно по ним отработать ракетами вихрь тоже, но их надо заметить в шквале. А это сложно, пехоту заметить. Танк-то он его еле-еле разглядываешь, да? Ладно, давайте нарами. Как я работал. Так, высота 3400, скорость 480. Чувствуется облегчение, потому что бомбы были сброшены. Вес, конечно, легче. Так, вижу речку. Там вот мост идет. И слева от этой реки... Нет, не туда смотрю. Чуть дальше побережье идет. Наоборот, оно получается справа от речки. Сейчас с другого направления зайду. Готовимся. Да, высота большая, я с высоты работаю. Высота 4000. Вижу эти ангары. Готовлюсь к атаке. Цели поражены. Ухожу. Так, ну, первые цели поразил. Из вооружения остаются ракеты еще, вихри. Ну и наров я оставил немного. Так, сейчас. Значит, следующее задание. Поразить колонну здесь. БТРы и пехота. Вот, значит, сейчас что нужно отработать? Атака сразу за один заход. Поразить 3 цели ракетами через шквал. И потом нарами отработать по пехоте.
Что там остаток? 1900. 2500 высота, 390 скорость. Так, давай стабилизируется, да? Вроде стабилизируется. Так, цели у меня находятся между какими-то деревнями, селами. Получается, цели были здесь атакованы. Здесь идут речки, 3 штуки. Справа вот надо ориентиры искать. Здесь вот их. Вот я вижу эти 3 речки. Вот правее. И вот там по дороге. Вот, вон я вижу эти 2 села. Между ними цели. Так, ладно, выставляемся. Боевой режим. Вихри буду использовать не по их стандартному пуску, а по своему. Потому что если ждать, пока будет разрешен пуск, ну, по их этим, ну как, есть у каждой ракеты здесь есть своя дальность пуска, самая такая оптимальная. Вот. Если ею следовать, то будешь, бывает, близко приходится подлетать к цели, это опасно. Вот. Можно снимать этот ограничитель во время пуска и стрелять дальше. Вот. Есть ракеты, которые могут работать дальше даже, а не ближе. А есть вот ты ее запустишь, все, она не увидит цель, она уйдет куда-нибудь в другое место. Вот. Ракеты, которые сейчас я буду запускать, они могут работать и подальше своих оптимальных параметров. Я выставляюсь, сейчас будем искать их. Так, вон эти села. Где-то там. Вижу. Первую цель вижу. Готовлюсь к атаке. Дальномер. Убираю ограничитель. Маленько потрясет. Делаю пуск. Первый пошел. Цель поражена. Захват второй цели. Она движется. Один. Пуск. Работает. Захват третьей цели. 4, 3, 2, 1. Пусть ухожу. Пришлось высоту маленько снизить. Ну,
Если было бы здесь ПВО, понятное дело, я бы туда бы не сувался. Так, остается пехота, которая спряталась, укрылась. Сейчас буду работать нарами по ним. $1700, что ли? Так, подожди, не то. А, вот. Да, 1690 уже. Да, я остаток смотрю, это тоже важно. Ну что, готовимся. Где-то примерно здесь. Да, вот они не горят. Вот вижу их. Готовлюсь к атаке. Все, задачи выполнены. Можно возвращаться. Сочи, 106. Возврат. 106. Сочи. Следуйте курсом 282. Удаление 30. Давление 757,47. Посадочный 06. Занимайте высоту круга. Вижу аэродром. У меня еще вооружение осталось. Да, и горючки осталось 1500. Ну что, снижаемся? Мне нужен только лишь твой взгляд.
когда-то вред. Я встану, чтоб продолжить бой. Я кричу до белых пен. С пустого неба даль, но эхо от небесных стен. В крови войны ржавеет сталь. Скорость большая. Надо сбрасывать. Хотя сейчас надо будет разворачиваться, она сама сбросится. И уходи за край. Сквозь солнце ярость. Взлетай, забытый всеми рай. Встречай и тишину. Она лишь здесь осталась. Остановить уже нельзя. Безумство преданности боль. Они в кровавой тьме скользят, отыщут в нас сердца косой. Об землю грохнет, больше нет. Проломленным виском смотри, как вновь встает рассвет на черном розовым цветком. Вдыхай цветущих яблонь май и уходи за край. Сквозь солнце ярость. Взлетай, забытый всеми рай. 106. Работайте с посадкой. И тишину. Она лишь здесь осталась. Сочи. Проверьте выпуск шасси. Посадочный. 06. Это я маленько не туда сел. Чуть право. Блин, ну это уже опять же правая полоса, как у водителя. На встречку просто не хотел попасть. Ну, справились. При том, что мы... А, ну когда я на нем позапрошлом? Ну, хотя нет, мы на нем летаем, на этом самолете. Самолет сложный по сравнению с Грачом, скажу я вам так. Ну чё? Ну-ка стой. Куда собрался, да? Я говорю, без парашюта его не приземлишь нормально. Все, задача выполнена. Это был полигон тренировочный. Ну, иногда надо.
Так, что могу сказать? Поехали дальше. Это уже боевая задача, но тренировочная тоже. Здесь мы будем сейчас вылетать на самолете Су-25 Грач. Так, что ты мне тут поставил? Блин, по-хорошему бы вот так сделать. Нет, сюда зайти. Тренинг. Значит, задание. Нанести удар по вражеской колонии в указанных координатах. Состав колонны: БМП-2, Т-72, ЗСУ Шилка-2, Урала и Хаммер. Так, работают два самолета Су-25. Вылетают. Откуда мы вылетаем, не подскажете? А, вот. С Нальчика мы вылетаем. Из вооружения ФАБы 250. Ракеты вынужден заменить на другие. Так, ФАБы будут использоваться 500-е. Ракеты, значит, будут использоваться 25Л. Давай, наверное, даже вот сюда тоже бомбы сделаем. 250-е. Я даже, наверное, вот так это сделаю. Сюда ракеты, воздух, земля. А сюда бомбы. Чтобы точнее ракетами. В общем, чем они, я так понимаю, ближе к корпусу, тем тебе проще даже будет, если ты ближе к цели подлетишь, она все равно пойдет. Вот. А так, ну я не знаю, если, допустим, к цели близко подлетишь, ракета может уйти мимо. Она не успеет занять траекторию, ту, которую надо. Так, что у меня тут? Ну и все, наверное. Второй самолет. ФАБы 500 нет. Из ракет будет использовать. Всё. Значит, у него будут бомбы. А, нет, подожди. Нет, у него будут только ракеты. Все, ему этого достаточно. Хотя, блин. Не, давай мы нафиг. Он мне сейчас все цели раздолбает. А, тебе еще наров. Все достаточно. ЗРК там нету, там только у нас ЗСУ. Конечно, в приоритете уничтожить ЗСУ, потом уже разбить колонну. Все, вперед. Сейчас обзор настроим. Видите, у него зеркала уже смотрят вниз. Вот у того самолета мне нравится, когда они смотрят по бокам. И, не знаю, также можно увидеть пуск по себе. Ну чё, мы готовы. Так, а что у меня тут надо? Высотомер.
У меня нормально, да? Оставляюсь на ППМ сразу. 48 километров до нее. Ну что, вперед. Никто не знает, 250. кроме тебя одно. Отрыв. Я для других всего лишь миг. Над головой я знаю, Тут раньше оторвался у меня. чем хочу. Я есть огонь, объявший горшки, Так, выхожу на курс. что прячу. Проверил. Куда спрятался? В прятки вечно играет. Из одного солдата в ряд я встану, чтоб продолжить бой. Я кричу до белых пен, с пустого неба даль, но эхо от небесных стен в крови войны ржавеет сталь. Цветущих яблонь май, и уходи за край. Сквозь солнце ярость взлетай, забытый всеми рай, встречай и тишину. Она лишь здесь осталась. Надо получится сделать фишку одну. Надо скорость побольше. Ай-яй-яй, вес не дает. Можно было. Без веса, правда. Тянет оно вниз. Ну так еще бы. Бомба, ракеты. Даже бочку не стоит делать, когда у тебя есть вооружение на пилоне, тем более такое мощное. Ладно, снижаемся. Так, скорость 700, высота 500. Где у меня второй самолет? Куда он у меня делся? Девять километров остается до района, до зоны боевых действий, так сказать. Так, значит, как мы работаем? Мы атакуем нарами сначала.
Наша задача остановить колонну. А потом мы начинаем наносить удар уже вооружением посильнее. Приближаемся к Моздоку. Надо сначала обнаружить, конечно, колонну. Теперь у нас отображается сейчас расстояние до атаки, вот как раз где у нас точка встречи с колонной стоит. Ну, она может уже либо проехала, но может быть на точке, не знаю, сейчас посмотрим. Выставляемся на боевую. У нас тут нарами, конечно. Ставлю второму задачу. Второму. Прикрой меня. Где у меня справа где-то? Ориентир вот эта речка, вдоль этой реки дорога будет. И вот на той дороге надо будет их заметить. Проходим Моздок, вот аэродром у них. Кстати, этот аэродром мы можем использовать для ремонта, для перезарядки. Нам главное не допустить, чтобы эта колонна добралась ближе сюда. Пролетаем город. Вижу дорогу. Так, скорость большая. Сейчас надо заметить.
Да, в этот раз я не использую игровое приближение, сужение, так сказать. Я пытаюсь, естественно, вот как оно на самом деле. Вот это вот сейчас вот я так делаю, это я приближаюсь сам. Типа я сижу в кабине, ну только не в кабине, а за компом. Интересно, а у летчиков бинокль есть? Во время полета они могут в бинокль посмотреть? Вот это было бы, кстати. Так. Ну нафиг, да вот здесь деревья не видно нифига. Зеркало, зеркало, скажи. Ну-ка спрячься лучше. Где наша колонна? Второй, где ты? Подскажи, где колонна? Так, это не она ли? Блин, зеркало мешает. Нет, это стоит что-то. Попробуем сзади зайти по дороге. Главное на дне не оказаться. Это будет грустно. Так, вижу поезд. А он сам-то где? Колонну-то, видите, у нас не видно на карте. Опа! Облучение, Шилка, видать, заметила меня. Где они? Да они стоят, что ли, короче. Блин, уже что ли? Как ты... Я говорю, боту не надо ничего давать. Объект поражен, он уже что-то поразил. Ты так быстро увидел? А, вон, Шилка работает. Так, лазерный. Блин, ты чё? Вот. Вижу дым. Да нафиг, Шилка.
Так, колонну остановили. Сейчас попробую использовать управляемые ракеты. Второй, ты где? Так, второй, давай, атака. Второму. Атакуй ПВО. Ну что, все... А, ну у него 2 ракеты было. Хорошо, я имею туда. Мне надо ее заметить, где она там. Так, высота у меня 1800, набираю побольше. Ладно, давай еще нарами отработаем. Под таким углом опасно, конечно. Нет, не надо рисковать. Шилка, где ты? Так, вижу какую-то технику. Мне бы шилку заметить. Высота 2300, она, если даже она будет стрелять, она не попадет по мне. Блин, технику цепляю и все, да? Сложно, сложно. Так вот визуально наблюдать, искать. Здесь есть приближение, как во всех играх, но это тогда будет нереалистично, херня это все будет. А вот когда ты сам будешь смотреть, вот это уже реалистичнее, это уже как на самом деле оно есть. Или у нас у летчиков есть тоже это сужение, зоркость, они тоже это глаза сужают и приближается в них все. Так, значит, что делаем? Надо попробовать такую вот фишку. Блять, ну это опасно.
Сидит где-то, сука, в кустах. Вон, я вижу. Опа. Она за деревьями, получается. Напротив выбитой техники где-то. Так, ну что, мне придется на резервный аэродром еще приземляться. Главное, чтобы ее колонну не упустить. Да, горючки надо запасную постоянно при маневрах. Ну, блин, с этими бочками летать это пипец. Вообще не поманеврируешь нормально. Урал, блин. Я думал, это шилка. Обрадовался, думал, сейчас как по шилке дам. Так, ну что тогда, бомбардировку делаем. ФАП 500-очку. По Уралу ориентир. Второй. Че, он две ракеты запустил за раз, что ли? Почему у него так быстро закончилось все? Что-то не вижу я. А, вот вижу. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Чё их так плохо видно стало опять в этом поле? Ну, постреляй по мне. Да, вот она заныкалась. Видите, даже в поле можно найти укрытие, если захотеть, да? От авиации. Какие-то деревья. У меня скорость вообще низкая, давай больше. Что высота 1400. Я даже не знаю, что у них там уничтожили. Так, Урал мы, получается, уничтожили. А что вот он уничтожил? Второй самолет, я даже не знаю. Может, танк.
Маневры это классная штука на Граче, но они это кушают хорошо. Вообще не видно нифига. А, они поехали. Вон они. Они движутся. Они начали движение. Второй, ты где вообще летаешь? Я не могу понять. Ты будешь мне хотя бы докладывать, где кто? Сейчас я их попробую атаковать. Фигня это все управляемые ракеты. Я думаю, в реальной жизни их не используют, потому что некогда их использовать. То только в этой игре ты ими кайфуешь здесь. Когда зоркость приближаешь. А так просто ими стрелять на глаз ты не сможешь. Поэтому используют нары на этом самолете. Ну или бомбы уже, когда точно знаешь позицию. То сильно поцарапали. Маленько поцарапали чуть-чуть. Где ты? Спряталась опять морда. Урал уничтожен. Получается, 2 цели поражены. Так, что там остаток? Все, возврат на перезарядку. Ассистент, 106. Возврат. 106. Ассистент, следуйте курсом 28. Я сейчас нары возьму и управляемые бомбы, нары и бомбы и все. Посадочный 26. Занимайте высоту круга. Аэродром. Чтобы использовать управляемые ракеты на этом самолете, надо точно видеть цель.
А ты попробуй ее увидеть. Не приближаясь. Вот не приближая просто, вот как вот не используя в игре зоркость вот эту в играх игровую, а вот как в реальной жизни. Попробуй увидеть ее в этот прицел. Вот тебе и будет ответ. Используют ли управляемые ракеты на этом самолете сами, без наведения? Шквал, да, хорош, солд хорош на Су-25, Су-25Т, Су-25 СМ-3. Там, конечно, шквал включил, как прицел оптический, посмотрел, нацелился, выстрел. А на этом нет. Да даже бомбу сбрасывать здесь надо понимать, куда. Так, что, где у меня аэродром здесь? Вижу. У меня из вооружения еще бомбы остались, ракеты остались. Так, что получается? Скорость большая, да? Работайте с посадкой. Скорость 3 метра в секунду. Посадочный 2,6. Этот за меня преследует прикрыватель. 106. Заруливайте на стоянку. Надо сейчас зарядиться, заправиться, пока колонна не ушла. Так, ну что, сейчас надо с умом вооружение брать. То, что я смогу использовать естественным взглядом. Бомбы можно использовать, но надо точно расположение танков хотя бы. А так просто бросать их на удачу не вариант.
Что у нас там получается? Это машина уничтожена. Урал, Хаммер. Потом еще что-то он уничтожил. Тоже 3 единицы, да, техники. БМП целая, танк, не знаю. Короче, либо БХ уничтожил, либо... нет, БМП целая. Т-72, скорее всего, он сжег. Ну, Урал и БХ осталось, короче. А, ну и Шилка. Куда же без нее-то? Так, перезарядка. Значит, фабы буду использовать. Нары. Пятисотые фабы и нары. Заправка по плану. Перезарядка по плану. А, надо ремонт еще. Прием. Ремонт. Прием. Все. Перерыв в 2 минуты. Надеюсь, за 2 минуты они далеко не уедут. Никто не знает, что я жив, кроме тебя одной. Я для других всего лишь миг с петлей над головой. Я знаю больше, чем хочу. Я и есть огонь, объявший каждую свечу, что прячут за ладонь. Мне нужен только лишь твой взгляд, живой воды прибой. Из одного солдата в ряд я встану, чтоб продолжить бой. Я кричу до белых пен, в пустого неба даль, но эхо от небесных стен в крови войны ржавеет сталь. Командир, борт заправлен. Вдыхай цветущих яблонь май и уходи за край. Сквозь солнце ярость взлетай, забытый всеми рай. Встречай и тишину, она лишь здесь осталась. Командир, оружие подвешено. Привет, Саня. Ждем ремонт.
Сейчас отремонтируется и все. Остановить уже нельзя. Безумство преданности пуль. Они в кровавой тьме скользят, отыщут в нас сердца косуль. Об землю грохнет, больше нет. Проломленным виском смотри, как вновь встает рассвет на черном розовым цветком. Вдыхай цветущих яблонь май и уходи за край. Сквозь солнце ярость взлетай, забытый в севера, встречай и тишину. Она лишь здесь осталась. Так вот они как летают, боты, прикольно. Я-то думаю, как они так долетают вот, через это, через столбы и все такое. Бот, прикинь, летел. Прикольно. А я вчера, кстати, также пролетел разочек. Нос спилило меня, провода нос спилили, но сумел приземлить самолет. Предыдущий стрим надо будет нарезку сделать потом, ну или так можете глянуть, кому интересно. Из атаки не вышел и все, и в провода ушел. Ну почему-то провода не я их порвал, а они мне срезали нос. Хорошие провода. Самолет без носа был. То есть навигация, все пропало, приборы перестали работать, но при этом он был, ну как бы летать ты мог. У тебя крылья все на месте, двигатели, все в порядке. Ну, картина, конечно, неприятная. Когда смотришь на самолет, а у него одна кабина, только у него носа нету вообще. «25Т» больше нравится. Ну, 25Т он попроще просто в плане наведения, видишь. Там шквал есть. Благодаря шквалу можно осмотреться хотя бы. А на этом только визуально все. В общем, здесь, чтобы на этом самолете выполнять боевые задачи, тут большая все-таки часть зависит не только от самолета, а от самого летчика. Вот и все. Если сейчас больше современные самолеты, они создаются, ну, сам самолет по себе хорош такой, да, то вот эти самолеты, они сложные. Если не будет профессионала в них, я думаю, они много не выполнят ничего. Ну что, все, я готов. Давай посмотрим, заправил он ее. Я не вижу, да, нары уже на месте. Запуск. Фонарный стол в двигателе привез. Ну, он выносливый самолет, кстати. Вот этот. Он даже в игре выносливый. Его сделали выносливым. Ну, если им управлять правильно, конечно. А так, конечно, любая техника, если она будет как попало управляться, она и целая разобьется. Ну что, пробуем. Сразу в боевой режим выставлюсь. У меня там нары. Не, я пушку поставлю сначала.
Какое руление, я уже взлетаю. Нам не надо руление. Скорость 280, 300 вперед. Так, высота мне не нужна. Я сейчас попробую через город на дорогу выйти. Очень сложно будет уничтожать, если танк целый остался. Хотя нет, я БМП бил. Получается, танк, скорее всего, выбит. Я думаю, там осталась Шилка, Урал и БМП. Так, вот он город. Вот она дорога идет. Вот теперь надо этих... колонну эту обнаружить. Сейчас остатки ее. Хорошо, когда цель стоит на месте, да? А когда она движется... Тут еще, видите, у меня гражданские ездят. Вот в чем сложность. Я же по ним могу отработать. Я, кстати, по ним уже отработал. Когда они им навстречу ехали, я думал, это колонна. Что, проехали, что ли, уже? Ё-моё. Блять, они сливаются с гражданскими. Летишь, машина, потом бац, Шилка. Прикольно. ВПУ? Ну, не знаю, ВПУ классная тема здесь вообще. Кстати, ВПУ мне нравится. Это вот единственная пушка пока, которая мне нравится здесь. Ну и в самолетах, на которых я летал. Ну, я применяю пушку, потому что мне надо... Это как разведка. Просто провожу разведку, где они находятся. Ну и почему бы и не пострелять по ним пушкой. Ё-моё. Здорово, пацаны. Так, как бы мне вас все-таки там танк.
Там, походу, танк. Вон он. Подожди, а где Шилка-то? Или это Шилка так коряво стреляет? Ладно. Давай, выпускаем нары. Я их потерял. Да блин, они, короче, в степи в этой встали, их вообще не видно нифига. Ну, ориентиры, ладно, короче, ориентир это получается рядок деревьев слева и рядок деревьев справа. Тогда, ребят, у меня для вас есть другая штучка. Сейчас, подожди, что-то вы мне надоели. Ну, я сегодня первый раз играю с таким обзором, в плане не использую вообще приближение. Кто смотрел стримы моих полетов, видел, я всегда приближение использовал игровое. Сейчас вот я учусь летать чисто зоркостью своей. Это очень тяжело. Ну, можете сами попробовать. Но зато это интересно, классно, атмосферно. Да, иногда атаки чисто проигрываешь, потому что ты не видишь. Блять, сейчас отсюда не вижу ни хрена эти кусты. Вот они здесь, получается, у меня, да? Я на них не вышел просто. Ну-ка, 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 ну-ка. Вон они. А, они движутся. Вот, смотрите, вон они, видите, они сейчас перекресток будут проезжать. Вон они, 2 единицы техники. Вот, они сейчас перекресток пересекают. Зараза, я думал, я их остановил. Нет, нифига. Они постояли, постреляли и поехали дальше. То есть они меня не ждут. Но, либо там оборонительную бы, как они делают, приняли. Нет, смотрите. Засранцы.
БМПшка живая, зараза. Ну чё? А чё, Шилку поразили, получается, что ли? Надо бы с ними ехала, да? Так, еще раз нарами отрабатываем. Скорее всего, они разъехались сейчас. Заняли оборонительную. Вот с этого направления уже их плохо видно. Хотя нет, вот он перекресток этот. Где вы? Сейчас по дороге пролечу из разведки. Ну, тогда Шилка мешала, а сейчас-то пофиг вообще. Нормально мне накидало тоже. Это БМП, по-моему. Или... А, нет, подожди, или это танк? Нет, БМП бы меня сбило бы. Скотина в поле сидит. Ну, или это Бэха? Бэха, по-моему, стреляет, по-моему. Блин, она мне гидрач повредила. Сейчас еще раз атакую, тогда и надо на ремонт. Че, не попал, да? А, она ближе стоит к перекрестку. Так, что мне с гидрачом? Все печально, да? Под этот, под огонь попал я, под сильную. БМП, скорее всего, отработала по мне. БМП она тоже хорошо лупит, получается, да, вторая?
Сейчас еще чуть-чуть. Но у меня уже это, мне надо возвращаться, у меня гидрач уходит. Мне будет его не так легко посадить сейчас самолет. Все, задача выполнена. Ну, мне хорошо они наклепали тоже, но мне все равно на резервный надо. Я не долечу до базы. Ассистент, 106. Возврат. 106. Ассистент. Следуйте курсом 303. Удаление 6. Давление 746,52. Посадочный 26. Занимайте высоту круга. Работайте с посадкой. Все, шасси не работают. Блять, вот это хреново. Ассистент, проверьте выпуск шасси. Ветер у земли 180, скорость 3 метра в секунду. Посадочный 26. Ремонт. Прием. Да, пришлось так сделать. Электрику вырубить, двигатель вырубить, пилоны сбросить, чтобы ничто не загорелось. Не, бывает загорается, приходится ждать. Привет. Да, все хорошо. Все как у домашнего летчика. Мне гидрач выбили. Просто бывает, как бы я успеваю воспользоваться еще там шасси, а бывает тут сейчас уже все. Тут уже шасси не работают, закрылки не работают, тормоза не работают.
Ждем ремонт, потом взлетаем и до базы летим, а то благо резервный аэродром есть. Сейчас бы пришлось бы катапультироваться, но... хотя нет, я бы дотянул бы до базы. Приветствую тебя, жестокий мир. Чем удивишь меня на этот раз? Ты ждал меня, но только не сейчас. Приветствую тебя, смертельный мир. Приветствую тебя, волшебный мир. Страна не мной придуманных героев. Я был последним из твоих изгоев. Ой. Мы сегодня без вебки играем. Так, ну чё, все готово. Просто хочу погрузить в полет зрителей. Все, ну и сам погрузить. Вебка, она, конечно, хорошо, эмоции показывает, все, ну, тут главное результат, а не эмоции. Ладно. Где я хоть приземлился-то? Ой, счастье-то какое. Запуск. Но мне хватит еще горючки вроде долететь. Вроде горючки должно хватить. Или заправить его. Да нет, долетим. Кого? Вперед. Ассистент, 106. Отмена взлета. 106. Заруливайте на стоянку. Случайно нажал ему прервать взлет. О, я сейчас пустыш вообще. Прикольно. 100 километров. Ладно, давай врубим музон. Да блин, этих песни про летчиков надо. Есть у кого-нибудь песни хорошие про летчиков? Надо музыки про летчиков. Возьми меня с собой, наивный. Уху. Не надо мне такой полет. Куда ты, блин? Я хочу быть с тобой. Нос задрал. Пока я живой. Приветствую тебя, опасный мир, где мир спасать уже никто не может, где даже время сбрасывает кожу. Приветствую тебя, непрочный мир, приветствую тебя, безумный мир. Ты сделан из железа и свинца, и я пойду с тобой до конца. Возьми меня с собой, прекрасный мир. Я хочу быть с тобой, пока я живой, пока я живой. Я хочу быть с тобой, пока я живой, пока я живой.
Как он разгоняется хорошо, да? Вообще красавец. А мне нравится на нем летать на низких высотах. Я его хорошо чувствую на низких высотах. Даже в игре. Не знаю, как он в жизни, правда. Но мне в игре он очень нравится. Блин, тут тоже упражнение, вот это, надо его понять, как по управлению делать. Короче, надо сделать так, чтобы самолет шел прямо. Прямо. То есть не... И при этом был под наклоном. Вот. То есть это надо кнопку понять, какую нажимать в плане. Джойстик-то понятно, ты как бы... Чтоб он это... Ну-ка, подожди, может вот так? Кстати, это упражнение очень хорошо помогает от шилки, от ЗУ, ЗСУ отмахиваться. Им так сложнее по тебе попасть. Запаса молчания хватит, чтобы выдержать натиск привычных тревог. Все будет просто волшебно, пока в наших жилах течет кровь. Мы будем любить, Слушай, я примерно понял, как это делать. Сейчас. пока в наших жилах течет кровь. Все будет просто Это надо в кабине чувствовать. В кабине чувствуемо. От третьего лица пока еще рано. Позже. дай шанс прыгнуть выше себя, и я разобьюсь на осколки, и, играя лучами, буду сиять для тебя. Бесконечность любви такова, что конец никогда не настанет, даже если устанет вертеться земля. Все будет просто волшебно, пока в наших жилах течет кровь. Мы будем любить непременно, пока в наших жилах течет кровь. Все будет просто волшебно, пока не остынут наши сердца. Все будет волшебно, все будет в наших руках. Увлекся, надо, блин, самолет садить. Так, давай вот так сделаем. Все будет волшебно. Если я приземлюсь. Нальчик, 106. Возврат. Мальчик, разреши приземлиться? Следуйте курсом 048, удаление 24, давление 722,7,9, посадочное 24, занимайте высоту круга. Нальчик, 106. Разрешите посадку. Ё-моё, там полосочка-то такая, блин. Как пластырь от мозоли. Как мне на нее попасть? Давай попробуем. Смогу ли я штуку одну сделать?
хулиганскую. Блин, нет, скорость большая, 400. Нифига, блин, маленько не хватило. Так бы можно было. Ладно, отмена. Не, на 400 я садиться не буду. Я уже знаю, к чему это приведет. Ладно, не будем вделываться. Полоса бы побольше была бы, можно было так быстренько. Хоп-хоп. А так нет, ребята, мы бы в город сейчас бы уехали. Да, суть-то в чем? То есть не просто там целиться на расстоянии по приборам, а иногда, ну вот у тебя горючки мало сильно, да, бывает. Там вооружение надо быстро перезарядить, вот как сейчас у меня ситуация была с колонной. Но если ты самолет чувствуешь хорошо, как бы в игре, ну, я вот тренируюсь иногда быстро приземлять его, садить. То есть не вот эти там отлетел, развернулся, нащупал там по ощупу. Нет, я если вижу визуально вот аэродром, я уже прицеливаюсь на него и уже смотрю. Тут скорость большая была. Короче, просто тренируешься в разных ситуациях. Потому что когда после боя возвращаешься, тебе не до вот этих образцовых посадок. Блять, у меня опять скорость большая. Он, видите, он легкий еще, зараза, сейчас. Я привык уже с тяжелым летать, с вооружением приземляться. Мне непривычно на пустом летать просто. Это пипец. Я аж полосу потерял. А, вон она. Она городская полоса просто. Давай, 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 давай. В этот раз я хочу приземлиться. 106. Мальчик, проверьте выпуск шасси. Ветер у земли 180. Скорость 400. метров в секунду. У меня 400 скорость. 4. Ну что, парашюты буду использовать тогда? Да нет, у меня нормально. Я укладываюсь вовремя. Скорость, вон, стрелочка до 3 доходит уже все. Так, воздушный тормоз убираем. Я без парашютов сажусь на этом самолете. Ну, видите, все зависит, конечно, от полосы тоже. Есть полоса. Ну, хотя нальчик, она, я бы не сказал, что она прям большая. Вы сами видели ее. Мелкая какая-то. Все. 106. Разруливайте на стоянку. Фух. Выдохнем. Блин, ну сложно мне колонна далась. Скажу так. Потому что я говорю, до этого я использовал приближение. Ну, во всех играх есть же приближать вид. А в этот раз нет, я его не использовал. В этом вся и сложность. Просто без приближения ты уже ограниченно можешь использовать вооружение. Управляемую ракету не сможешь использовать, потому что там прицел маленький. Я не знаю, какие целиться, наводиться. Это очень хорошее. Это зрение надо не просто, чтобы оно у тебя было в норме. Оно, наверное, должно у тебя еще далеко видеть. Как у орла, наверное.
Так, а парковка-то какая? Я уже не помню. Где я вообще? Да. А, ну все-таки у меня это... Второй катапультировался, смотри. Вон он на меня где-то. Вон он, пилот. У него, видать, горючка закончилась. И все. Всё, победа. Да почему 80? Где мои 100 очков? Что-то странно. Почему он 20-ку последнюю не дает нам, хотя она прописана. Ну вот, как-то так. 2 миссии, да, сделаны. Но это такие тренировочные. У нас есть миссия боевая. Вот сейчас мы будем уже в серьезную миссию играть. Которую я, опять же, вчера провалил. 2 раза я уже ее провалил. Первый раз меня ошибка сбила, второй раз я не справился с управлением, когда на атаку заходил. Ну, не знаю, что будет на 3-й раз. Надеюсь, победа. Сейчас минуту отойду. Тут надо будет маленько брифинга. Вот она миссия такая. Ладно, сейчас. Попробуй прикоснуться ко мне. Я рассыплюсь на мелкие капли. Я впитаюсь в теплый асфальт у твоих ног. Сны исчезнут сами собой. Запаса молчания хватит, чтобы выдержать натиск привычных тревог. Все будет просто волшебно, пока в наших жилах течет кровь. Мы будем любить непременно, пока в наших жилах течет кровь. Все будет просто волшебно, пока не остынут наши сердца. Все будет волшебно, все будет в наших руках. Дай шанс прыгнуть выше себя, и я разобьюсь на осколки, и, играя лучами, буду сиять для тебя. Бесконечность любви такова, что конец никогда не настанет. Даже Так. Блин, а это что песня? Я только сейчас понял, она что, он что, про любовь поет? Я думал, он про мир просто. Так, ладно, давайте погрузимся в игру. А, значит, взлетаю отсюда. Это моя миссия, это я сам создаю эти миссии. Недавно вот создавал ее. Сложная миссия получилась такая. В общем, улетаем мы отсюда. И нам надо попасть в этот район боевых действий. Здесь надо поразить 2 колонны снабжения. Вот они отмечены красными маркерами. Разведчики наши зеленые. Вот 1, 2. Здесь разведка ведет наблюдение территории. Охраняется, значит, ЗСУшками, зенитками, ЗРКшками. Очень весело.
Ссылки вот у нас здесь расположены. Так, а где у меня? Подожди, что, я в редактор зашел, что ли? Нет. Не там, не там, надо же вот здесь. Здесь же целый брифинг. Миссия называется «На пределе». Враг стягивает подкрепление. Когда начнется наступление, вопрос времени. Мы не должны ждать этого и нанесем первый предупредительный удар. Задача: уничтожить вражеское военное снабжение в указанных местах. Грузовые машины. Там в основном время ограничено до вражеской авиации. Ну, там авиация может прилететь тоже. Ну, как, не может, она прилетит. Особенности: придется работать на низких высотах, чтобы не попасть под ЗРК. Ну и плюс еще горы, да, особенности. На низких высотах в горах. Так, теперь, зная свои теперь возможности, что у меня тут есть? А, ну у него нары, да. Я думаю, может ракетку взять. Тогда вес будет большой. Не, давай нарами сначала отработаем. А вот этому можно дать что-нибудь интересное, второму самолету. Х-25 ему дам. Все, вперед. Первую колонну разбивал уже. А вот до второй добраться не смог, потому что, опять же, блин, и шилки обманывал, и все там. В итоге просто не справился с управлением, и все. Блин, так было это бредово. Говорит, кому-то работаем. Сочи, сотый, запуск. Ну, не красавчики. 1-0-0. Сочи. Подожди. Запуск разрешаю. Да, я Ветер посмотрю. 3-4-0. Скорость 3 метров в секунду. Все, мы запускаемся. Очень красиво здесь самолеты смотрятся. Даже истребители, да? Да здесь и вертолеты классно выглядят. Так, пока не взлетели, значит, как я буду работать в этой миссии, это тоже важно. Ну, стрелочка показывает направление вообще, откуда мы заходим и куда, типа сюда. Здесь вот наши войска находятся. Корабли наши вот здесь. Но отсюда я не смогу зайти, чтобы первой колонии нанести удар, потому что я попаду под шилки. Конечно, можно отработать сначала, уничтожить ПВО, но его надо еще обнаружить. Тем более, сейчас я говорю, у меня сегодня усложненный стрим, я усложнил себе задачу. Я не смогу их приближать теперь обзор. Мне теперь сложно будет бить. Поэтому, оценивая свои возможности, мне проще нанести удар, конечно, по колонне, зайти с гор, опять же, где вот речка здесь идет, и по направлению этой речки в сторону целей. И вот здесь ударить. Потом резко финт сделать и опять этот круг. Так вот, так я и работаю теперь. Но вот со второй колонны уже надо по ситуации смотреть, потому что до нее так и так добираться придется через ПВО.
Что у врага еще в тылу? У врага в тылу стрела 10 раз, стрела 10-2. 3 стрелы 10 у него находятся. Ну вот вчера вот эта стрела почему-то меня она нет. Даже поймать не пыталась. Странная какая-то. Самолеты тоже вылетели. Что-то понюхали, улетели. Не знаю, здесь интеллект ботов, они как-то сами. Я им тут ничего не прописывал особо. Задачи у них стоят, поддержка. Можем спутниковую карту глянуть. Там 24-ка наши летают. Колонна движется. Бук перевозит. Здесь в основном танки, пехота. Заняли позиции, оборону. Состав, значит, колонн у врага, колонн снабжения. Так, здесь у нас вот у него грады. Зенитка с БТРами. Тоже. Здесь у нас гвоздички. Артиллерия. Пехота и БТРы. Две шилки вот охраняют здесь. Опять же, это все, что обнаружила разведка. Тут есть скрытые еще всякие приколюхи такие. Ну, для меня это вообще не приколюхи, конечно. Допустим, кто помнит предыдущий стрим, в этом районе есть еще ЗСУ, и мы их не видим. И, скорее всего, еще ЗУ, просто зенитка где-то. Я вот вчера стрим, короче, был, вчера стрим. Вот тоже пытался маневрировать всяко разное, и, говорю, в гору влетел. Обманул зенитку, называется. Вот такая вот у нас колонна снабжения. Из чего она состоит? Охраняет, значит, ее ЗРК «Стрела первая». Машины КАМАЗы, Уралы, БТР 80, ЗИЛы, ну, пехота. Здесь просто у нас получается 3 Урала и 2 машины. Ну, короче, все это колонны снабжения. Их надо поразить. Все, понятно. Вперед. Сочи, сотый, руление. 1:00. Сочи. Разрешаю руление на полосу 2-4. 2-4. Угу. Вот она полоса 2-4. Сейчас влево и пошли. Первую вот эту полосу проезжаем, на вторую заезжаем.
1:00. Взлет запрещаю. 1:00. Сочи. Взлет по готовности. Отход по схеме на 300. По давлению 752,52. Высоту-то надо в 0 выставить, да? Так, что он тут? А, курс. Маршрут. 20 километров ближайший. Ну чё? Фух, выдохнуть, так сказать. Ну чё, погнали. Хотя нет, выдыхать рано еще. Надо вдохнуть. Что у нас там за объект летает? Вертолет, что ли? Триста отрываюсь. Ладно, над аэродромом круг сделаем. Ты где? Невидимка. В общем, летим мы вот в эти горы, прямо по курсу. Надо будет их преодолеть, а потом между горами будет ущелье, где речка. И вот с этой речки мы будем начинать атаку. Первое, значит, в приоритете это ЗРК Стрела-1, надо ее поразить. Ну, а потом уже можно будет колонну бить. Работаем только нарами. С8 ком многоцелевые, осколочно-фугасные. По-моему, у меня последние стоят тут пилоны нары. Если считать от меня третий, это С8 просто ком осколочно-фугасные. А остальные многоцелевые. Но они хорошо отличаются. Многоцелевые, они могут поражать танки. Они уже проверены.
Готовлюсь к атаке. Ну, конечно бы хотелось бы ЗРК уничтожить первую, прям стопудово. Просто она нам откроет тогда коридорчик. На солнце хочется глянуть. Так, подожди. Че, он меня уже туда тащит? А, ну... Уже? Мы уже прибыли, что ли? Нет, ты меня обманываешь. Нам еще лететь целую гору, вон большую. Все, вот я наблюдаю вот эту... Да, вот между горами вот этот маршрутик. Сейчас с него буду атаковать. Все, мы уже приближаемся. Ну, я нары выставил уже. Снижаемся. Готовимся. Так, ну что, нам придется на скорости это выполнять. Маневрировать придется. Иначе никак. Вижу цель первую. Так, первую атаку выполнил. Ну, стрела, по-моему, у нас живая осталась. Нет, стрелу поразили. Идем на вторую. Блин, второй, как бы тебе задание-то дать? Я ему сейчас задачу дам, он, блин, будет это... Что, у меня 2 пилона еще остались. Эти многоцелевые и те еще маленькие. Подожди. Ни хрена, у меня маленькие потратились. Точнее, не маленькие, они обычные комы эти.
Второй, ты где? Это с горочкой играешься. Блин, какую задачу дай. В колонии мы уже путь проделали, теперь надо будет ее поражать. Эти они поразъехались все. Основная масса там где-то на дороге прям с пехотинцем БТ. О, еще БМП-2 есть. Класс. Как помню, с предыдущей миссии БМП-2 неплохо стреляет в кабину. Готовлюсь. Блин, рановато. Все, теперь можно. Что у меня осталось? Еще одни пилоны, все. Что у них осталось? Вот в чем вопрос. Ё-моё. Ну они тоже там. Но у них еще техника-то осталась, самое интересное. Надо бомбами работать будет сейчас скоро. Это первая атака, чисто такая. Пощупать. Зил уехал вообще куда-то. Эти в кустах загасились, эти на дороге. Короче, там надо будет сейчас это маленько скорость сбросить. Ага. А БМП-2.
Она-то мне даст скорость бросить. А где Бэха у меня вообще? Бэха. А, вот она где-то на изгибе дороги, да? Только на втором изгибе, не на этом, а здесь. От меня это будет справа. С моего направления. Попробуй по ней отработать. Все, выполняю еще одну атаку и на базу. Чё, бля, вообще не попал, что ли? Хрена себе. Блин. Я аж сам в шоке. Так, можно и под шилку залететь. Я, короче, стрелял. Я даже специально, думаю, не буду залпом работать. О, нахерачит что-то. Чё по мне там фигачит, а? Я сейчас попробую так вот зайти. Ага, понял. Не надо, дядя. Чё, ЗРК работает, что ли? Что там за хрень? Сейчас повыше возьму. Попробую атаковать. Все, возвращаюсь на базу. Сочи, сотый, возврат. 1-0-0, Сочи. Следуйте курсом 2-8-2, удаление 5-0, давление 7-5-2,5-2, посадочный 0-6. Занимайте высоту круга. Второму, возврат на базу.
знает, что я жив. Кроме тебя одной, я для других всего лишь миг. С петлей над головой я знаю больше, чем хочу. Я и есть огонь, объявший каждую свечу, что прячут за ладонь. Мне нужен только лишь твой взгляд, живой воды прибой. Из одного солдата в ряд я встану, чтоб продолжить бой. Я кричу до белых пен, с пустого неба даль, но эхо от небесных стен в крови войны ржавеет сталь. Вдыхай цветущих яблонь май и уходи за край. Сквозь солнце ярость взлетай, забытый всеми рай. Встречай и тишины, она лишь здесь осталась. Об землю грохнет, больше нет. Проломленным виском смотри, как вновь встает рассвет на черном розовым цветком. Вдыхай цветущих яблонь май и уходи за край. Сквозь солнце ярость взлетай. Так, а теперь о посадке. Да, я там кораблики навестил свои. То они там совсем уже заскучали. Авианосец надо сюда, да? Не, ну есть же авианосец, кстати. Пацаны, мы когда летали, они садились на истребителях. Там, кстати, вообще атмосферно. Ну, у меня грач, какой мне нафиг авианосец? Там эти взлетают, истребители в основном. У меня другая задача.
Перезаряжаемся и снова в бой добивать колонну. Только сейчас надо будет брать фабы, уже бомбить. 1-0-0. Заруливайте на стоянку. Нет, стоянка мне не нужна, мне нужно место для перезарядки. Бомбы. Какие бомбы вот использовать, тоже вопрос. 500, значит, выше надо быть. 250, наверное, брать придется. Потому что я там не могу сильно высоту набрать. Блин, ну хотя нет, я нормальную высоту набрал. Летел-то. Я думаю, с такой-то высоты можно 500-ки сбросить. Ладно. Сейчас. Нары возьму тогда. И бомбы. Ремонт. Прием. Дозаправка по плану. Перезарядка по плану. Прием. Здесь можно посмотреть, что... А, вот, смотри. Те. Зенитка. Стационарная. Где-то сидит скотина все-таки. Вот она. Она спрятана просто, мы ее не видим. Где-то стреляет. Это она по мне стреляла, да? Она не попала по мне. Я еще так думаю, как-то странно для ошилки. Как-то мало. Зенитка работала. Пехоту в основном накрыли мы. Ее проще всего накрывать. А вот техника тут уже не так просто. Машины еще... Ну вот БМП уже надо поточнее по ней бить. Но мне что понравилось, что первая у нас отлетела стрела за РК. Это уже хорошо.
Вот она. Ареал позывной 1-1, это мой самолет. Уничтожил Граунд 21 этой группы ЗРК Стрела Б. Затем применил нары. Поразил ЗИЛ. Поразил Урал. Поразил пехоту раз, два, три. Еще 2 автомобиля уничтожил. Не, подожди, поразил, уничтожил, это маленько тут другое, разное понимание. Поразил, это попал. Что за звук? Кто там? О, блин. Этот второй самолет. Вообще вооружение не использовал, да? Ну, если бы я бы ему поставил бы задачу атаковать наземные цели, он бы атаковал бы все подряд. А мне этого не надо. Он бы мог бы залететь в зону ЗРК, его бы сбили. То есть ему вот нету здесь конкретной цели. Атакуй БМП, атакуй танк там, да? Там у него только делятся цели. Воздух-воздух. Ну, то есть воздушные цели, наземные цели. Ну, то есть наземные цели, он любую цель сам выбирает и атакует. То есть получается, я ему даю, допустим, атаковать цель. Единственное, он может атаковать, еще задача есть атаковать мою цель. Но это значит, у твоего самолета должна быть прописана конкретная цель. Поэтому без вариантов. Он бы атаковал бы цели, допустим, какую-нибудь там вообще в тылу. Сочи, 100-й, запуск. Знает, чего эти зеркала помогают. Мне они вообще не помогают, я их даже не использую. Они расположены здесь неправильно. Ну, может, они в реальном самолете также расположены, но, блин, мне нравится расположение зеркал, как у Су-25Т. Вот там, да, там можно и от ракет отмахиваться, и от самолетов, если они тебе на хвост сели. Сочи, 100-й, запуск. 1. Сочи, 100-й, руление.
общем, захожу также на атаку с гор. И через горы пойду. А, что первое использовать? Наверное, фабы в этот раз. Он где-то здесь они, да? КамАЗ, машина, БМП. Но вот они на карте кажутся вроде рядом, а на самом деле их, если визуально посмотреть, они на расстоянии друг от друга. Давай попробуем фаб туда зарядить 500-й. Так, это ближе ко мне, да? Камера у меня. Даже вот что-нибудь пьешь в стакане, чем чай, да? Хоп, она ловит движение. Но она ловит именно поворот головы. Полностью лицо твое. И вот когда ты начинаешь закрывать пол лица, она начинает дрыгаться вот так вот. Вообще, сейчас технологии позволяют даже моргание засекать. То есть, по идее, мне кажется, если здесь сейчас поставь современную камеру, и в игре, если была такая возможность, я бы пилот еще бы моргал. Как вот ты моргаешь, и он бы моргал вместе с тобой. Да-да-да, вот это без шуток. Но на самом деле камера может такое ловить. Ну, допустим, в реальной жизни, в машинах, в серьезных машинах, где, ну, давайте, допустим, дальнобойщик, да, в него можно поставить оборудование, современную камеру. Эта камера будет ловить твой сон. То есть, если ты за рулем начинаешь засыпать, она тебя будет. Это говорит о том, что она как-то, либо она глаза твои как-то, то, что ты закрываешь, она их чувствует. Ну, может быть, по другим параметрам. Может, по пульсу как-то. Да хрен его знает. Нет, я думаю, все-таки по глазам. Так что уже можно реально даже такое уже делать. Летишь и глазами моргаешь, как в жизни. Чик такой проморгал кого-нибудь. Вот, я вот уже почти их проморгал. Угу. Так, значит, сброс будет выполняться на изгибе дороги. Где-то они стоят. КамАЗ, АТЗ-5, БМП-2. Надо вот как-то успеть сбросить бомбу.
Готовлюсь к сбросу. Точнее, работаю уже со сбросом почти. Давай. Пошла. БТР попал, да? Блин. Мало. Ах ты! Нихера себе! Вот она, пожалуйста, полетела красивая. ЗРК, по-моему. А чё он? Даже ни пика, ни визга. Ну, вот и я отхватил, я на базу, все. Класс, гидрач подбила. Я говорю, тут высоту сильно не наберешь, тебя звезданут сразу. Почувствовал расслабление, называется. Ладно, возврат. Может быть, попала по мне и зенитка, как вариант. Тоже. Потому что ракета, если бы стреляла, она бы мне зарядила бы... Ну, она бы двигатель мне подожгла. Скорее всего, это зенитка по мне отработала. Это не шилка даже, это зенитная установка стационарная. Я так думаю. Ё-моё, все, гидрач уходит. Хорошо зацепило. Посадка. Да как я не смогу сейчас... У меня... Не, я имею в виду, что я не смогу это выпустить сейчас. Наверное, не закрылки, опять не шасси. А, мне еще горючку выбило. А, нет, не выбило, нормально. Так, ну чё, пробуем. Да вообще крен отказывает, прям уже совсем. Нет. Так, давай маленько по-другому. Да, у меня крен выбил. Сейчас, наверное, придется... Блять, не хочется. Не хочется боекомплекта в помойку выкидывать. Но тут как бы решается судьба моя самолетом и боекомплект вместе со мной, который же сгорит.
Все, в левый наклон, крен влево не работает. Тормоза. Нет, тормоза отказывали уже, все. Давай, 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 вытягивай, братан. Мы это должны сделать. Так, какие варианты, значит? Снаряжение придется сбрасывать, потому что я с ним не вывезу. У меня самолет, гидравлика полностью отказалась. Точнее, это шасси не смогу я уже вытащить. Пришлось выбросить. Так. Вот сейчас, кстати, будет посложнее его приземлить, чем в прошлый раз-то, когда меня подбил, тоже более-менее еще. А сейчас уже посложнее будет. Сейчас уже отказ крена идет. Ну вот вес еще более-менее облегчил, так легче. Вырубаю двигатели. Электрику тоже. Сейчас будет пожар, скорее всего. Ремонт. Принял. Забытый всеми рай, встречай и тишину. Она лишь здесь осталась.
Пойду пока отойду, пускай заряжается. В общем, повезло, я смог его посадить без пожара. Это, значит, уже результаты. Не разбился, самое главное. Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой, вечно молодым, вечно пьяный, вечно молодой. Я мог бы стать скалой, но уже другой. Кто-то молодой, Командир, борт отправлен. кто-то пьяный. Хочет стать рекой, быть темною водой, вечно молодой, вечно пьяный, вечно молодой. Вечно молодой, Командир, оружие подвижно. вечно пьяный, вечно молодой. Вечно молодой. Что, он там у нас отремонтировался? Сейчас перезарядку жду. Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, удача близится. Нависает удача гроздями. Жизнь на Марсе, смерть на Юпитере. На Луне есть лунные кратеры, а Гагарина зря обидели. Принесли похоронку матери за звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду за звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. Кто летал, тем бояться нечего. Кто летал, тот заданием справился. В темном небе кометы светятся. Космонавтам такое нравится. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, считаю сдачу. Для того небеса и созданы, от того я теперь и плачу. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, Все, запускаюсь. Так, что у меня там по времени? Надо еще полетик, наверное, сделать нам, и все. Я еще хотел сегодня просто стрим провести, только уже по другой игре. Нормально я сегодня налетал все равно уже. Но эту миссию мы навряд ли опять сегодня сделаем. И вообще пока никогда не сделаем.
Не, ее можно сделать, но сегодня, я говорю, эксперимент проводил в плане прицеливания. Я понял, что это тяжело. Играть естественным зрением. Ну, то есть не приближать. Как вот в играх сделано вот это приближение, да? Поэтому, чтобы пройти эти миссии и использовать на граче управляем. Короче, для грача нужно по-любому приближение здесь в игре. Так не сделаешь нифига. На Су-25Т еще как-то пофиг. На Су-25СМ тоже нормально можно. А вот на граче нет. На граче только если нарой закидывать и все. Либо знать всегда точную точку, куда надо выполнять. Либо пуск ракеты, либо сброс. Потому что, ну, ты на глаз не сможешь это увидеть без приближения. Никак. Если только глазом монитора коснешься, наверное. Ну, тогда потом ты точно уже видеть перестанешь совсем. Если так будешь в монитор смотреть. Поэтому вывод такой. Эксперимент без приближения не получает. Ну, то есть не сможете без приближения здесь играть. Здесь стопудово надо приближать. Поэтому выполняем атаку еще без этого. А потом уже, когда будем играть следующий стрим, уже будем эту миссию пробовать выполнять на прям уже... Даже, наверное, скорее всего, я с нее уже начну. И сразу же будем ее выполнять. Так, как на самом деле вообще в игре надо делать это, а не в жизни. Ну чё, вперед. Можем сейчас колонну добить. Я покажу, кстати, как оно на самом деле должно быть. Чтобы победить в миссии в игре. Да, давайте я, так сказать, все, полетали, пока я показал, что без прицеливания, без приближенного ты не справишься. Теперь можем сыграть уже чисто по геймплею, так сказать. Сейчас будем добивать. Атмосферно, да, согласен, когда летишь, вот эти приближения не используешь, вот это, оно все классно смотрится, красиво. Вот, ну. Соответственно, миссии надо создавать такие же красивые. Там где-то кучку солдат поставил. Отработал нарами, ушел домой. Где-нибудь позицию арты уже конкретную, да? Вот сюда надо бить. Ориентир там ты. Слетал, нанес удар, ушел обратно. Вот. Видите, миссия вот эта создавалась, которую сейчас вот мы играем, она не для такого прицеливания, короче. Поэтому я учту эту штуку, и следующие миссии мы будем делать именно приближенно, наверное, более к реализму, наверное, да? Что-нибудь такое долететь, нанести поражение и вернуться. И при этом не используя никаких приближений. Будем использовать только ориентиры карты и цель, ну, задачу. Здесь тоже есть ориентир. Допустим, да, вот этот куст. Изгиб дороги. Тоже ориентир. Но есть маленький нюансик. Это БМП. Это не пехота. Ну, там пехота есть, конечно. То есть здесь уже надо технику поражать. А технику надо поражать более мощным вооружением.
Ладно, все. Сейчас добьем эту колонну, наверное. Блять, как вот этих увидеть, не знаю. Вот этих их плохо видно. Вот этих сейчас увидим их. Значит, ближе ко мне будет стоять машина из ЗИЛ. Чуть от нее будет от меня, если смотреть правее, БМП. И БТР на уровне БМП, только чуть дальше. Я даже сейчас покажу. Вот, я, допустим, нары, да? Вот оно, приближение. Вот, видите, как оно? Ну, кто не знает, о чем я имею в виду. Вот. Вот так в игре сделано. То есть ты должен... Вот тогда, да, ты будешь поражать цели. Вот я пробовал сегодня на протяжении всего стрима. Выполнил, кстати, 2 полигона. Один на Су-25Т, другой на Граче. Вот, что я делал? Я, естественно, вот, как я сижу. Вот я вижу цель, да? Вот, видите, как я работал? Разница. Допустим, да? И попробую ее там увидеть, эту точку. То есть, ну, так вот, как оно, скорее всего, в жизни есть. То есть, как вот летчики летают на этих Грачах. Вот. А если использовать вот такую штуку, конечно, почему бы и нет, да? Классно же. Вот и все, вся разница. Вот, но вывод какой? Да, надо, кстати, на маршрут вернуться. Вывод такой, что на Граче, куда я вообще улетел? На Граче ты такое удаление в игре здесь использовать тебе, ну, бесполезно. Ты не сможешь тогда работать ни управляемыми ракетами, ни бомбами. Будешь только еле-еле высматривать их нарами и все, хотя бы подавить кого-либо. Вот. На Су-25Т, пожалуйста. Там есть шквал шквалом. Как в прицел посмотрел, и все. Потому что это высота, это расстояние. Либо целенаправленно уже летишь же, знаешь, где эта точка. Либо наугад. Ладно, это был экспериментальный стрим в этой теме. Сейчас нанесем колонии этой поражения. Добьем ее, чтобы не зря это все было. Но уже будем играть так, как оно есть на самом деле в игре. У меня получилось разбить колонну на полигоне, когда мы летали. Я еще удивлен был, как у меня так это получилось. Потому что, ну реально, там не видно их, очень сложно видно. Бывает в прицел-то вот в этот смотришь, ни хрена не видать. Зрение тренирую. Я когда начинал в эту игру играть, я даже с прицелом не видел их. Мне нужны были маркеры. Здесь, кстати, маркеры же можно выставить даже. Вот ты едешь, у тебя танк подсвечивается, как в War Thunder, в аркаде. Так, рано. Просто люди, допустим, которые будут смотреть запись, либо сейчас смотрят стримы, которые не видели предыдущие стримы, они думают, что мы тут постоянно так стреляем наугад. Нет, нифига. Это сегодня я экспериментирую, просто пробую работать без игрового прицеливания.
Поэтому так долго все это. Ну, по сути, сейчас бы уже бы нанесли им поражение вообще. Легко и просто. Все, я маленько, что хочу, чтобы у меня глаза отдохнули. Что-то они мне уже подустали всматриваться в это. Да, я думаю, и вам тоже сложно смотреть, как зрителям. Не, оно атмосферно, классно, но результат же нужен. Захожу на цели. Так, что у меня там, какие нары? Основную выбираю. Так, тягу немного убавляем. Целеуказатель. Ну или дальномер. Все, вот. Приближаем. Тут помимо вот этого приближения я еще камерой могу приблизить, как я естественно приближал. То есть здесь двойное приближение работает. Вот видите, их уже видно. Вон они все цели. Пожалуйста, атакуй. Можно посмотреть, где что. Так, вдоль дороги стоят, да, получается? Вот они, я их вижу. Вон они все. Пацаны, я так соскучился, когда вы горите, мне так нравится. Ну ничего, это... Не обижайтесь только. Хотел сказать, я так соскучился по тому, когда вы горите. Ну вот, 3 единицы осталось. Так, что у нас там осталось? БМП недобитые 2 машины. Все, сейчас их добью. Я старался все вот эти полеты, которые мы выполняли до вот этого сейчас вот полета, я старался выполнять их. Я вообще не работал приближением, то есть я вот сам вот, получается, вот это я сам приближаюсь. Голова моя вот к монитору приближается, вот так я пытался атаковать цели. Это сложно, но это интересно. Я первый раз попробовал на Су-25Т так поработать. Мне очень понравилось. Скорее всего, я так на нем и буду работать. На нем, кстати, тоже приближение, конечно, пользу тебе дает. Облегчает игру. Потому что там в шквале танки тоже маленькие такие. А когда приближаешь, прям ты прям видишь, ух. У тебя во весь этот дисплей. Все, я захожу. Так, что у нас там осталось? У нас получается возле дороги еще машина и БМП. И еще грузовик остался с другой стороны, ближе к горе, да, расположен. Так, здесь БМП на изгибе, скорее всего от нее дым будет. Все, ребята, хватит с вами цацкаться.
пошутили немножечко. И хватит. Вижу я все цели. Звук спалилась. Хера себе, где ты находишься, однако. Ну-ка покажи ко мне. Очень интересно. А, так это шилки работают по мне. Получается, я над ними пролетел. Это по мне попал все равно. Да-да-да. Зацепило меня немного. Мы вчера даже с приближением, я летал в прошлый бой. Я с приближением не мог шилку обнаружить, блин. Я одну вышиб, а другую нет. Она где-то в текстурах там сливается. Тут я говорю, вот лучше так не прикалываться, вот как я сегодня. Глаза сломаешь. Так, что осталось? Зил. Сейчас Зил добью и все. Ну, как говорят, это не попробуешь, не узнаешь, не? Я в разумном смысле, а то подумают, что еще, знаешь, в жизни всякое можно попробовать, да? В нашей игре, если не попробуешь, то не узнаешь. В любой, не, в играх, вот если не попробуешь, не узнаешь. Вот, опять же, я не о читах и не о крысятничестве. Вот, крысить это нехорошо в играх. И это, и читы использовать. Даже не надо пробовать. Где этот Супер Зил? Все, у меня последний, блин. Ну, пушка тогда. Он стоит, я его вижу. Готов. Все, задачу сделал на базу. Шилка. Пока-пока. О, слушай, а давай попробуем. Давай. Попробуем ее пушкой поразить. Я иногда так тренируюсь.
навыки, так сказать, тренирую. Вон они, смотри, стоят. Здорово, пацаны. Конечно, конечно. Так, гвоздики я обнаружил. Сейчас, подожди, ребятки. Сможем ли мы... Сколько я единиц могу уничтожить пушкой? Вот просто пушкой. У меня нету больше бойка. А, подожди. Ну да, у меня только пушка осталась. Все, больше у меня ни хрена нет. Я не соревнуюсь, ничего, я просто мне как тренировка для меня. Потому что не всегда боекомплект попадает в цель. Приходится пушкой бороться. Добивать последние машины, БМП. Танк, конечно, пушкой ты не поразишь. Здесь пушка, она его не берет. Так, значит, задача обнаружить шилку и попробовать нанести поражение пушкой. либо технику, конечно. Ну, конечно, шилку бы лучше. Так, по-моему, вот здесь они где-то расположены. Нет, вон я их вижу. Давай. Постреляйте. Гвоздик увижу, шилок нет. Не вижу. Вон они, гвоздики. Не хулиганим. Смотри. Она сейчас здесь вот. Вон, видишь, поливает. Опа. Давай. Угу. Надо точно выследить, где их расположение, чтобы нанести поражение. Опять работает. Опа. Блять, а вот это что это было? А, ну все, меня сбили. Нанес. Все. Ну, на это я и шел. Получить пиндюлей, блять. Все, ладно. Блин, жалко, конечно. Я, короче, над ними опять оказался, я понял. Ну-ка. Залетался, называть. Да блин, ну вроде вижу, да, все, начинаешь, блин, разворот делать, потом теряешься просто в этом, в местности. Вроде туда смотришь, потом стоит только отвлечься, уже, блин, теряешь этот квадрат. Тренироваться еще надо. Ладно, нормально, полетали сегодня, хватит уже, что-то я сам уже подустал, уже так угорал. Нормально. Ладно, я отдохну. Потом, может, сейчас еще стрим сделаем какой-нибудь. По нашей игрушке матершинной, да? Что-то давно его не было. А следующий стрим будет играть Dead Side. Так что приходите тоже. Игра на выживание. Интересная игрушка. Ну, как-то так. Такая вот сегодня игра получилась. Нам приближать здесь надо. Без приближения тяжело, конечно. Все, тогда не прощаемся. Увидимся через... Не знаю.
Ну, как только так, сразу оповещение, если что появится. Все, всем всего хорошего. Так, подожди, а что у нас там голосовалки-то вообще? Примерно такая, как сейчас. А я наоборот думал, вам эта графика не зайдет. Я думал, наоборот, скажет: ламповый телевизор смотрим. Я еще там со Сармой маленько рефорж подкрутил тоже. Мне не нравится мультяшка там вообще. Вообще не заходит она, не знаю. Я там маленько подкрутил, но я не сделал такую, как здесь. Потому что здесь все-таки симулятор, он более к реализму приближен. Там нет, там он как бы графика тоже будет другая, но не такая, как здесь прям. Как-нибудь посмотрите. Ладно, все, не прощаюсь. Увидимся в позитивной игре. В небе с тобой я занял потолок, я жду приказ. В небе с тобой я сел тебе на хвост, настал твой час. Погасла точка на радаре, твоя машина на ударе. Нарушил воздух как границы, и будешь ты теперь убит. В небе со мной. В небе со мной десятилетний стаж и смена погон. В небе со мной ракеты на борту и килограммы патрон. Со скоростью решил шутить, подумал, сможешь победить. Ты понял, что пилотом стал, ну что ж, попробуй слезть, твой час настал. В небе со мной поношенный костюм, мой офицерский долг. В небе со мной ты ворон, я вампир, я летающий волк. В небе со мной ты понял, что полет твой стал тебе конкретно, хоть был удачным взлет. Но что ты взял взамен? В небе с тобой я занял потолок, я жду приказ. В небе с тобой я сел тебе на хвост, настал твой час. Погасла точка на радаре, твоя машина на ударе. Нарушил воздух как границы, и будешь ты теперь убит. В небе со мной. В небе со мной десятилетний стаж и смена погон. В небе со мной ракеты на борту и килограммы патрон. Со скоростью решил шутить, подумал, сможешь победить. Ты понял, что пилотом стал, ну что ж, попробуй слезть, твой час настал.